Сегодня заглянем в американскую политику. Уже неделю идет война Израиля и Ирана. И всю неделю обсуждается, вступит ли Америка в войну. Прямо сейчас там активно это все обсуждается. Об этом сегодня и поговорим. О том, что планируют делать с Ираном Дональд Трамп и американские элиты. Как там идет обсуждение. Только перед тем, как начнем, напомню. В описании есть ссылка на обзор бесплатных способов для обхода блокировок и ускорения YouTube в России. В том числе VPN Liberty, который вы можете подключить бесплатно на месяц. Ну теперь к ролику. Начать стоит с мотивации сторон. Если у Ирана и Израиля она в целом понятна, то вот у США не совсем. Чего Штаты хотят добиться? Почему у них вообще с Ираном такие плохие отношения? Причин несколько. Начать с того, что в середине прошлого века Иран был важным союзником США. Но в 1979 году там случилась исламская революция. Шаха выгнали из страны. И дальше отношения как-то совсем не заладились. В конце того же года еще случился кризис в Тегеране, когда толпа революционеров ворвалась в американское посольство и захватила десятки американских дипломатов в заложники. Их в итоге отпустили через примерно 1,5 года, в день инаугурации нового президента США Рональда Рейгана. Но отношения между странами так и не улучшились. Иранские религиозные лидеры, в свою очередь, США откровенно недолюбливают, в том числе за поддержку режима Шаха, который эти лидеры свергли. В Иране много десятилетий царит антизападная идеология, потому что, мол, у нас праведное исламское государство, а США – сборище безбожников и либералов, мировой гегемон, который ненавидит все, что Исламской республике дорого. Отдельная тема, конечно, Израиль. Он главный союзник США на Ближнем Востоке, которого Иран ставит целью уничтожить. Покричать слоганы «Смерть Израилю, смерть Америке» – это в Иране обычный вторник. А одна из целей Америки – защитить Израиль. Дальше ядерная программа. Уважающие себя авторитарные страны, которые боятся Соединенных Штатов, обязательно должны заиметь себе ядерное оружие. Почему? Да просто потому, что это реально работает. Северная Корея, вон, заимела ядерные бомбы, и теперь не ясно, чего делать с Ким Чен Ыном, а вдруг бахнет. Поэтому не дать Ирану произвести ядерку – многолетняя цель не только США, но и России с Китаем, и Европы, и примерно всех. Уж тем более Израиля. До чего-то по этой теме сумели договориться в 2015 году, заключив сделку между Ираном и ядерными державами, но уже в 2018 Трамп из этой сделки взял и зачем-то вышел. Зачем? Непонятно. Возможно, просто чтобы насолить Бараку Обаме, для которого эта сделка стала крупным достижением. В новый же свой срок Трамп тоже начал переговоры с Ираном, но теперь, по его словам, все переговорщики с той стороны погибли от израильских ударов. Наконец, Америка хочет сдерживать Иран потому, что у него есть возможности перекрыть Ормузский пролив, важнейший морской путь, по которому весь мир возит на танкерах нефть из арабских стран. Ну а дорогую нефть, которую будут везти обходными путями, не любит никто. Кроме Путина, конечно. При всем том, что мы сказали, американский истеблишмент в вопросе Ирана вообще не един. Разные фракции в элитах хотят разных вещей. В принципе, на верхнем уровне деление довольно стандартно. Ястребы за войну, голуби воевать не хотят. Но есть и нюансы. Ястребы и голуби совсем не обязательно четко делятся на республиканцев и демократов. Да, среди республиканцев ястребов больше, но среди демократов много ярых сторонников Израиля, которые в данном конфликте выступают за военное решение вопроса. Классический, практически винтажный пример ястреба – это сенатор-республиканец Линдси Грэм, ветеран Верхней палаты Конгресса. Для Грэма в любой непонятной ситуации надо что-то разбомбить, желательно Иран, даже если речь вообще не о нем. А уж когда речь об Иране, Грэм готов и сам в кабину самолета лезть. Вот и на днях он открыто призвал Трампа перестать бояться и полюбить бомбу. Настало время покончить с Аятоллой и его приспешниками и начать новую главу истории Ближнего Востока, главу толерантности, надежды и мира. Среди старой гвардии политиков ястребиные позиции популярны. Но вот среди американцев они в целом растеряли популярность за 21 век. Причина, конечно же, в 20-летних войнах в Ираке и Афганистане, которые начала администрация Джорджа Буша-младшего. Смысла в этих войнах оказалось мало, особенно в афганской. А солдат американских погибло много, так что аппетита на новые войны в США нет. Более того, именно недовольство войнами в Ираке и Афганистане стало одной из главных причин, почему в 2008 году демократ Барак Обама победил республиканца Джона Маккейна на президентских выборах. Маккейн войны Буша поддерживал, а насчет Ирана вообще имел сказать следующее.
we send them an airmail message to Tehran? That old Beach Boys song, Bomb Iran? Hey, man. Изначально, кстати, это была пародийная песня, но Маккейну за его шуточки во время кампании все равно прилетело. Голубиная, то есть мирная позиция, сейчас представлена в основном демократами. Сенатор-демократ Марк Уорнер, замглавы комитета по разведке, в интервью CNN сообщил, что вообще-то заявления Трампа не совпадают с тем, что говорит разведка. Трамп не так давно заявил, что Ирану осталось буквально несколько недель до создания ядерной бомбы. Уорнер же и его коллегам по комитету сообщили, что Иран в этом направлении не особенно продвигается. Зачем Уорнеру врать, не очень понятно, потому что в том же комитете сидят и республиканцы, которые его с радостью поправят. Трамп же своими преувеличениями известен. Остальные демократы в Сенате тоже не горят желанием лезть в новую войну. Но проблема здесь в том, что большинства у них нигде нет. А потому что им делать, кроме как заявлять о глубокой озабоченности, неясно. Да и вообще, после проигрыша Камалы Харрис в прошлом году, демократы как партия боевой дух потеряли. И даже Трампа теперь критикуют вполголоса. В Нижней же палате Конгресса тоже занимаются любимым вербальным развлечением. Призывают президента с ними консультироваться. Для чего еще много лет назад приняли резолюцию о военных полномочиях президента, по которой действительно требуется уведомлять Конгресс о начале боевых действий. Но резолюция эта довольно беззубая, и с начала 21 века президенты спокойно используют американскую армию без каких-либо там консультаций с Конгрессом. Этим правом пользовались и Буш с самим Трампом, и Обама с Байденом. Так что вряд ли сейчас Трамп внезапно решит пойти в Капитолий и попросить разрешения воевать. Дальше поговорим об отдельной фракции внутри республиканской партии, но сначала некоммерческое объявление от Мемориала. Посмотрите, пожалуйста, оно важное. Репрессии в СССР продолжались весь период существования советского государства. Пострадали миллионы людей. Многие сотни тысяч были убиты, и наверняка среди моих зрителей есть те, у кого в семье есть пострадавшие. Или знакомые, у кого были такие родственники. И, возможно, даже остались документы, переписка, воспоминания, рукописи, предметы, связанные с лагерным и тюремным бытом, а также с сопротивлением тоталитарному режиму. С помощью этих вещей и документов можно узнать правдивую историю страны. Их исследованием занимается общество «Мемориал». Они изучают политические репрессии в СССР уже почти 40 лет. Продолжают собирать свидетельства несправедливо обвиненных людей, которые пережили аресты, тюремные заключения, ссылки, раскулачивания, депортации, преследования по национальным мотивам. Так что, если у вас и ваших знакомых сохранились вещи пострадавших, вы можете помочь. С вашего согласия к вам приедут историки из мемориала, разберут свидетельства, примут их на хранение и внесут в базу данных. Подлинные документы станут частью архива, на основе которого мемориал публикует научные статьи, проводят выставки и конференции. За свою просветительскую и правозащитную деятельность мемориал в 2022 году был удостоен Нобелевской премии мира. В его базе есть 4 миллиона имен пострадавших от репрессий людей, но еще многие имена остаются неизвестными. С вашей помощью еще одна человеческая судьба станет частью истории нашей страны. Память о трагических страницах прошлого необходимо сохранять, чтобы преступления не повторились снова. Не дайте погибнуть уникальным свидетельствам. Если они у вас или у ваших родственников есть, напишите, пожалуйста, мемориалу. Ссылка в описании. Продолжаем. Мы говорим о том, как распределились настроения относительно войны в американском истеблишменте и о том, что там все довольно неоднородно. Внутри самой республиканской партии появилась отдельная фракция изоляционистов. Они считают, что Америке не надо никуда лезть, потому что США и своих проблем хватает. Позицию эту популяризировал во многом сам Трамп. Он ругал своих оппонентов за поддержку войн, постоянно фокусировался на внутренних делах, постоянно толкал слоган «America First», то есть «Америка на первом месте». Теперь изоляционистские взгляды разделяет уже значительный процент республиканцев. А в случае конкретно нынешней войны Израиля с Ираном, все подогревается еще и нетерпимостью к евреям. Ведь американский правый фланг теперь включает в себя и антисемитов, которые выступают за Иран просто потому, что против Израиля. Кристаллизовался этот внутрипартийный конфликт в недавнем интервью Такера Карлсона с сенатором Тедом Крузом. Круз, один из довольно известных сенаторов, тоже выступает за войну против Ирана, а еще избирался в президенты против Трампа.
Карлсон когда-то был респектабельным правоцентристским журналистом, но в эпоху Трампа плотно отъехал на сторону мага-движения «Сделаем Америку снова великой», к открытому национализму и изоляционизму. Вы Карлсона, думаю, помните, скорее всего, по его интервью с Владимиром Путиным, где он слушал учебник истории за 5 класс, а потом говорил, что надо с Россией дружить. Ну и вот Такер решил Круза за его провоенную позицию замочить. Начал расспрашивать факты из Википедии. А сколько в Иране, мол, людей живет? Круз ответить не смог, на что Такер возмутился. То есть вы хотите скинуть правительство страны и даже не знаете, сколько там живет людей? В Иране, если что, живет около 90 миллионов человек. Дальше Такер продолжил. А этнический состав какой? Тут Круз уже ответил примерно правильно. В основном персы и в основном мусульмане-шииты. Но начал возмущаться. А к чему вообще эти цифры-то? О чем мы вообще говорим? Остальное интервью прошло примерно в том же стиле, поединка. И в итоге скатилось к взаимным обвинениям, в чем только можно. Предметный разговор об Иране завершился, толком не начавшись. На этом примере четко виден реальный водораздел. Правые политики старого образца очень сильно заботятся о внешней политике. Возможно, искренне боятся за безопасность Соединенных Штатов, а возможно, у них крупные доноры в военно-промышленном комплексе. Или и то, и другое. А новое поколение хочет ничего не делать, забить на Евросоюз и НАТО, закрыть границы и разбираться с домашними делами. Это настоящий конфликт. Тем не менее, Трампу, даже если он начнет новую войну, бояться особо не стоит. Он уже миллиард раз менял политические позиции и никакого наказания от избирателей не получил. Кроме того, Трамп вообще в своей жизни с избирателями больше никогда не встретится. А уж перечить ему в республиканских кругах сейчас вообще не камильфо. Он в партии уже абсолютно культовая фигура. Если ты республиканский политик и будешь противостоять ему, он просто напишет про тебя тред, и к следующему праймерис ты можешь слезно прощаться со своей политической карьерой. Поэтому, если Трампу удастся не увязнуть в войне, политические последствия для него будут приемлемыми. Итак, допустим, Трамп решит все-таки присоединиться к войне против Ирана. На что тогда вообще поставят Трампа и Соединенные Штаты? Бомбежки с воздуха, вторжение, Тегеран захватить. Из всего перечисленного, скорее всего, только первое возможно. Тем более, что в вопросе бомбардировок у США есть особые возможности, которых нет у того же Израиля, как он говорит. Если конкретно, все обсуждают мегабомбу под названием MOP. Она не ядерная, но, скажем так, особенная. Как я и говорил, США с Израилем очень хотят избавиться от ядерной программы Ирана. Иран об этом желании очень даже в курсе. Поэтому самые важные ядерные объекты спрятал в глубоких подземных бункерах в горах. Какие-то Израиль уже поразил. Но остается один самый важный объект – Фордо. Самый этот главный объект по обогащению урана вообще находится внутри горы на глубине 60 метров. Обогащение урана – это необходимый этап для производства как ядерного топлива, так и ядерного оружия. В природном уране очень маленький процент изотопа уран-235, который необходим для ядерной реакции, поэтому его повышают на специальных заводах. Так вот, Иран утверждает, что в своих центрифугах он производит только ядерное топливо, но 2 года назад МАГАТЭ заявила, что в Фордо обогащают уран почти до оружейного уровня. Чего и опасаются США с Израилем, ведь если ты произвел достаточно обогащенный уран, до бомбы не особо-то и далеко. Поэтому, чтобы уж точно разобраться с иранской ядерной программой, нужно бахнуть ровно туда. Вот тут и вступает в дело MOP. Огромная 6-метровая противобункерная бомба, созданная как раз для подобных целей. В ней боеголовка, равная 3-4 тоннам тротила и спутниковое наведение, но самое главное – это ее способность пробивать землю. MOP сделана из стального мегасплава, у нее специальная форма и весит она 13,5 тонн. Как утверждают американцы, благодаря всему этому MOP может пробиться сквозь 60 метров железобетона и взорваться уже внутри подземного бункера. Словом, идеальное оружие для уничтожения заводов Фордо. Есть ли проблемы с этим планом? Конечно, есть. Во-первых, испытания на железобетоне – это круто, конечно, но Фордо построено буквально под горой. Там гранитные породы. Иранцы тоже все-таки не дураки и понимают, где прятать ядерные объекты. Поэтому абсолютно не факт, что бомба вообще-то пробьет эту породу. Ну уж точно бомб потребуется несколько штук, чтобы были нормальные шансы на успех. Это ведет нас к следующей проблеме, собственно, доставка бомбы. Проблема в том, что бомба огроменная, и на истребителе ее не повесишь. Доставить ее до цели может только бомбардировщик B-2 Spirit, также известный как стелс-бомбардировщик.
Это вот тот самый футуристичный треугольный бомбардировщик из фильмов, летающее крыло, стелс. Означает, что он мало заметен на радарах, благодаря специальной форме и отражающему покрытию. Но это все еще бомбардировщик. Он большой и не особо маневренный. Поэтому сохраняется немаленькая вероятность, что Би-2 просто собьют иранские ПВО. Тем более, что Фордо находится на севере страны, недалеко от Тегерана, и бомбардировщикам с их мегабомбами придется лететь через половину Ирана. Собственно, по этим причинам, как пишет Guardian, Трамп пока колеблется, отдавать приказ об ударе или нет. Эффективность МОП в условиях реального мира не ясна, зато понятно, что потеря американских пилотов дорого обойдется Трампу. Это будет сильным ударом по его популярности. Особенно учитывая, что он всегда ругал оппонентов за ведение войн, а себя называет великим миротворцем. Впрочем, судя по текущей работе иранского ПВО, которая до сих пор не сбила ни одного израильского самолета, риск потерять пилотов все же не очень большой. Также не очень высокий риск, что там пострадают гражданские, да и даже военные, потому что речь о том, что по этому заводу будут бить, идет уже очень давно, и уж наверняка там давно никого рядом нет. Также Guardian пишет, что в Пентагоне вообще бытует мнение, будто Фордо можно разрушить только тактической ядерной боеголовкой. На пресс-конференции в среду, где Трамп по какой-то причине устанавливал огромные флагштоки во дворе Белого дома, он заявил, что вообще пока ничего не решил. Может бахнем, а может и не бахнем. Никто, говорит, не знает, что я буду делать. Так и что, будет война между США и Ираном? Ну раз не знает президент США, то откуда ж нам знать? Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит вчера вечером сообщила, что Трамп примет решение в течение 2 недель. За это время война Израиля с Ираном вполне может закончиться, если израильтяне продолжат вести ее с таким же успехом. А может быть, Трамп уже принял решение сегодня. По внешним признакам плюс-минус понятно, что пацифизм Трампа – это просто политический прием, а все связанное с армией ему на самом деле нравится. Он регулярно толкает речи про поддержку войск и солдат, в овальном кабинете расставил флаги всех видов американских войск, один из которых он сам и создал, космические силы США, в 2019 году. В прошлую субботу Трамп и вовсе устроил в Вашингтоне военный парад. В норме американцы таким, если что, не занимаются никогда. Но Трамп захотел в честь 250-летия американской армии и, вполне вероятно, собственного дня рождения, который как раз был в субботу. Короче, армию Трамп любит, и силовые решения вопросов тоже. Тут можно вспомнить отданный им же приказ об убийстве иранского генерала Солеймани в 2020 году. Поэтому, если Трамп поймет, что война будет быстрой и победоносной, то вполне вероятно примет решение бахнуть. Однако за авиаударами практически точно не последует никаких наземных операций, тем более полноценного вторжения. Потому что тут политические риски слишком высоки. Такое вторжение абсолютно точно приведет к смертям американских солдат. Иран огромная страна, региональная держава. И за месяц дойти до Тегерана, как, например, дошли до Багдада в 2003-м, здесь точно не выйдет. Более того, наземное вторжение будет означать сопряженную с не меньшими рисками оккупацию. Никаких положительных сторон у наземного вторжения нет, американцам это явно не нужно. Сейчас никакой из сторон это даже не обсуждается. Трамп это осознает, как с практической точки зрения, так и с политической. Поэтому военные действия, если они и начнутся, ограничатся, скорее всего, авиаударами. А вот начнутся ли они, это мы еще узнаем. До завтра.